Сейчас ты узнаешь 7 платформ, которые выведут твои стратегические инвестиции на новый уровень. Погнали! Сразу скажу, что все важные новости из этих агрегатов появляются в моем телеграм-канале, поэтому обязательно подпишись, ссылка будет в описании, welcome. Начнем с чего-то более легкого, это Research Coindarь. Здесь показан календарь событий криптовалют различной важности, то есть различные категории важности, монеты, капитализации, на какой бирже происходит. Также можно посмотреть, какие раздачи в различных викторинах, в общем, очень удобный. Грубо говоря, эта платформа показывает нам определенные мероприятия, и отчет до него также можно увидеть, если вы на него нажмете. Вот, к примеру, написано 2 часа 56 минут, сколько раздают монет, что нужно для этого сделать. Поэтому обязательно изучите этот сайт. Конечно, здесь большинство абсолютно неинтересных и ненужных новостей, ненужных раздач, которые ни к чему не приводят. Но есть некоторые алмазы, которые я и выставляю в свой телеграм-канал. Нет-нет, да захожу именно на этот сайт. Очень интересная вкладочка здесь, кстати, называется Синергия. Тоже ее посетите. Тут прям четко написано, какая раздача, когда будет и, соответственно, что для этого нужно сделать. И вторая платформа, о которой я хотел поговорить, это Crypto Fundraising. Показывает все раунды финансирования с детальным разбором. Перейдя на сайт, вы можете увидеть сразу же по дням, по дате, сколько инвестировали в какой проект, то есть название проекта, раунд, дата, сколько инвестировали, какая категория этого проекта и какие инвесторы. И тут можете посмотреть, есть ли инвесторы Tier 1 либо Tier 2, чтобы понять, интересный будет проект для будущего инвестирования или нет. Также внизу можно увидеть за последние 30 дней самые крупные инвестирования, в какой проект заносились. В вкладочке инвестора вы можете посмотреть, какой фонд, сколько проектов проинвестировал либо за все время, либо за 30 дней. Вот здесь также есть небольшая выборка. И Research блок показывает, в какой месяц больше всех инвестируют, какую неделю, здесь скорее всего по неделям. Чтобы понимать, приближается ли бычка, если много инвестиций, если много фондов начинают инвестировать в какие-либо проекты, это о чем-то говорит, значит они понимают, что нужно делать. Именно поэтому здесь вы на этой площадке можете посмотреть, за какими фондами следить, чтобы повторять их действия, но делайте, конечно же, все с умом. Третье — это Dune Analytics, это уникальный агрегат метрик по данным блокчейна. На мой взгляд, это максимально сухая математика, начиная от количества транзакций в том или ином проекте, заканчивая абсолютной метрикой, к примеру, какие кошельки получили airdrop. Ну, к примеру, мы зашли вот в Arbitrum, все знаете, сколько этот проект раздавал, и вот внизу написано airdrop list, то есть тут можно найти свой кошелек и, соответственно, проверить, сколько токенов начислили. И также общая статистика, сколько токенов раздавали в airdrop. То есть тут все можно посмотреть, на этом не будем зацикливаться. И если вы только зашли на эту платформу, не знаете, как что тут смотреть, справа можете видеть популярные теги. И именно здесь можете найти проект, в котором можно поучаствовать в airdrop этого проекта, либо почитать просто информацию, либо сделать какой-то анализ. Ну, к примеру, Layer Zero, давайте посмотрим. И тут абсолютно любой человек создает свою инфографику, показывает аналитику, и вы можете либо подписаться на человека, либо просто поресерчить и посмотреть дальше. Ну, к примеру, вот Layer Zero Buy Rewards, давайте посмотрим. И на примере вот этого дашборда можно посмотреть 4 важные метрики. То есть внизу мы видим, что 2 825 000 юзеров. Первая метрика нам показывает, сколько транзакций сделано, то есть меньше 30, почти 83%. Соответственно, если вы участвуете в airdrop и делаете больше 30 транзакций не за раз, соответственно, то большая вероятность, что вы действительно попадете на airdrop, если Layer Zero, скорее всего, они будут раздавать airdrop. Вторая вкладочка показывает, сколько месяцев активный тот или иной адрес. Грубо говоря, если вы сделали все транзакции в один день, то вряд ли вы получите какой-то airdrop, нужно их растягивать, чтобы проект видел, что вы активный человек не на протяжении всего одного дня либо одной недели. Дальше можете посмотреть объем и в каких сетях все это сделано. Если все 4 метрики вы зайдете хотя бы в оранжевую полоску, скорее всего попадете в неплохую airdrop раздачу. Следующая платформа — это DeFi Lama. Это одна из тех платформ, которые, я думаю, должен использовать любой криптоинвестор, особо начинающий, чтобы понимать, как тут все работает. Если Dune Analytics это сухие какие-то метрики, то DeFi Lama показывает показатель всех заблокированных средств во всех DeFi протоколах. На самом деле это не только TVL метрика, на самом деле здесь очень-очень много всего. И я думаю, новичок, если зайдет, немного запутается, но слева вкладочка дашборд, в которой можно все посмотреть. На дашбордной странице показано, сколько всего средств заблокировано, 41 миллиард долларов.
Ниже можете увидеть по сетям, то есть Ethereum имеет 57%, так сказать, контрольный пакет. Также можете посмотреть процентную доходность в различных фарминг-пулах, в гибких пулах, тут все это написано. Также тут показывает во вкладочке Unlock вот новая метрика, какой проект сколько токенов разблокирует, через сколько дней. Следующая платформа более детально это изучает. И как раз таки пятая платформа — это токен Unlocks, которую я часто использую. Это именно та площадка, которая показывает, когда, какой проект сколько разблокирует средств, кто именно получит средства, то есть тут все детально изучено. Это очень важная площадка, поэтому обязательно добавьте ее в избранные. Слева показано, какие клифы на основной странице, справа показаны линейные разлоки, и снизу можно увидеть по дате, либо настроить свою выборку, какой проект будет разлачивать свои токены. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы если вы вдруг решили купить либо продать монеты, подумайте, стоит ли сейчас это сделать, либо, к примеру, купить после того, как будет разлог и большая часть фондов будет сливать небольшую часть токенов. Все равно просадка будет, именно на этой просадке частями докупать. Давайте посмотрим на примере какого-то проекта. В поиске можно ввести. Сразу слева нам показывает максимальный supply токенов, это 1 миллиард токенов. Циркуляция, сколько процентов сейчас, 22%. Ниже можем увидеть, через 2 дня 15 часов будет unlock. И кто именно получит в анлоке эти монеты, то есть это Foundation и Community. Всего 2% от циркуляции. Слева также можем увидеть, сколько заблокировано монет и сколько разблокировано, то есть 83% монет еще заблокировано. И ниже видим аллокацию и вестинги. Очень удобная, простая площадка, поэтому рекомендую ее юзать. Шестая платформа — это Debank, отличное портфолио для вашего кошелька и также социальная сеть. Я делал отдельное видео, как заминтить определенные NFT, можете по подсказке посмотреть. А сейчас я скажу, почему это именно криптоаналитическая платформа также. Потому что здесь есть как социальная сеть, так и портфолио. То есть, грубо говоря, это такой некий образ Твиттера. Здесь есть социальная сеть, можете, во-первых, в личные сообщения общаться, либо вкладочка стрим, тут показывает горячие новости по проектам, тут показывает просто люди такие посты выставляют. Также в вкладке пост можете выставить. В вкладке Home здесь подключаете свой кошелек MetaMask, либо какой-либо другой децентрализованный. Вы зарабатываете определенные очки. Вам нужно зарабатывать Total Value of Followers, то есть чем больше людей вы подписываетесь и на вас подписывается, объем торгов суммируется и вы получаете определенный ТВФ. За это можно сминтить различные NFT во вкладочке More и вот здесь вот Web3 Badge. Также есть вкладочка протокол, NFT, то есть тут есть некий анализ также. Обязательно поюзайте, посмотрите, как это работает, замените NFT, который вам удобно. Также во вкладочке NFT здесь можно посмотреть, в какой сети у вас какие NFT. И что мне понравилось, это вкладка транзакции. Четко показано, сколько монет, куда уходило, то есть максимально просто, особенно для ребят, которые только заходят в криптосферу. Также у них имеется собственное приложение, где можно все делать с телефона. Ну и седьмая площадка, это самая основная моя, крипторанг. Именно здесь я смотрю все монеты, именно здесь я смотрю, какие фонды куда инвестируют, также более подробно. Во вкладке IDO и ICO есть предстоящие, но сейчас у нас такой цикл, что особо каких-то интересных площадок на IDO не имеется. И очень интересная вкладочка, которая называется тренды поиска. Именно тут можно посмотреть, что сейчас идет на хайпе, что сейчас в тренде, стоит ли закупать, когда уже это на хайпе, либо не стоит. Также во вкладочке продукты есть новости, и тут показаны все новости. Какие именно мероприятия происходили сегодня, вчера, будут завтра и так далее. Поэтому именно здесь я также слежу, чтобы не пропустить что-то интересное, либо вовремя, если взломали какую-то сеть, вывести оттуда средства. Поэтому это очень важно. Иногда раз в день просто вот так пролистывайте, смотрите, если что-то интересное. Друзья, это было 7 площадок. Если у вас есть какие-то интересные вопросы, либо хотите добавить свою, пишите в комментариях. Пока.